This part of my life is called peace. Это наш видеоблог о том, что мы... вот такой видеоблог. Всем пока. Ладно, это видеоблог. Мы едем отдыхать чуть-чуть дальше, чем Минск. Вот. И чем Гомель. И чем Гомель и Жодино. Вот. Мы поедем далеко. Мы сейчас заряжаем телефон Даши и выезжаем на автовокзал. Мы будем держать вас в курсе примерно каждые 5 минут, если будут нас хватать зарядки. Угу. Да. Минутку подожди. Способ передвижения на чемодане. Ну так поедем на вокзале, будем так ездить. Так поедем до Польши. 22. Нет, до 40, конечно, зарядить, но как это реально или нет? Я хочу спать уже. Скорее бы мы сели в автобус, и я уснула. Мы поспали до час в дороге. Главное, чтобы в туалет не захотелось. Угу. Это сумка какая-то. Ну не шопер, я не знаю, это рюкзак просто какой-то. Ну мой шопер, кстати, не меньше. Вот, мы, короче, уже сели. Будем смотреть «Атаку титанов» и есть бутерброды вкусные, треугольники. Да. Саша говорил, что когда он ездил на футбольные соревнования, кто-то брал такие треугольники, то были мажоры. Вот. Да, оказывается, я всю жизнь была крутой ребятом. Еще нам сказали, что мы поедем без туалета. То есть 4 часа до границы без туалетов, чтобы обогнать другие автобусы, чтобы выиграть на этом. Ну, мы, конечно, поверили. Ну все, ребят, мы будем вас держать в курсе опять каждые 5 минут, как обещали. Всем привет. Всем привет. Привет. Мы приехали, мы не спали примерно нисколько, мы поспали до час в дороге. Вот. Расскажем, как мы проходили границу, это было немножко страшновато. Да, одну женщину отправили домой. Да, может, и не отправили, мы толком и не знаем. Да, но автобус у нас с нами не села, как минимум. У нас сколько? 7 часов до заселения. Нам надо как-то убить время. Сейчас мы идем куда-то в центр Варшавы, сейчас 7 утра, и мы надеемся, что мы где-то сядем и покушаем свой бутерброд. Да, ну может мы еще куда-нибудь зайдем покушать вкусно. Где-то в Макдоналдс, например. Да. Мы в настоящем реальном Макдональдсе. Если вы нам не верите, мы сейчас вам покажем. Это вот, реально вот Макдоналдс, МС Кафе. МС Кафе, это правильно. Вот буква М большая. То есть это реально мы вот в Макдональдсе. Ну, это реально правда. Не верите, пишите в комментах. У меня будет обзор на вот такой вот маффин. Вот. Будем делать АСМР. Очень вкусно. Ну, вот такой чаек красный. Да, Даша все выбирала, я просто все повторил. А еще был прикольный случай, и мы искали одну башню. Вот эту башню. Вот. Даша, блин, он на реставрации, эта башня. Блин, это жаль. Это какой реставрации? Полотно, вот. Здание закрыли, типа, распечатали небоскреб, короче, и доложили на башню, чтобы отремонтировать внутри, чтобы видно не было. Да, ну у нас вот типа некрасивые баннеры делают, если ремонт. Супер пиксельное изображение здания. Больше. То есть примерно вот так вот на каком-то принтере большом распечатали и повесили, и начали делать ремонт. Вот оттуда. Я говорю, Даш, да нет, типа, это же реально башня стоит, это здание. Даша мне такая говорит, на очки надень. Мы шли, когда, вот я конкретно, я считал, сколько людей на русском говорят. Вообще ни одного человека. Мы пошли на песок ходить по песку с чемоданами. Песок это еще норм. Да, потому что мы шли по брусчатке примерно минут 10 и так тарахтели, что Даше было так неловко, и она несла в руках 10-килограммовый чемодан. Хорошо, что рядом с нами нет видео.
как птицы, да, поют? Очень расслабляет. Потому что было очень шумно. Люди сюда приходят отдыхать, а мы шумим. Это вообще бомба. Кого он вызывает? Кого он вызывает? Но у нас нет выбора. Мы бы очень хотели оставить чемоданы долгими. Но получается вот так. Мы сюда вообще пришли ради павлинов, которых ищем нет. павлинов, сказали, что здесь павлины. Вот, и мы их ищем. Нереально, мы даже бы семок бы взяли, если бы знали, что павлины тут. Да, батоны. Потом Если что, птицам нельзя батон, мы знаем. можем отдохнуть на лавочку посидеть. Нельзя сидеть. Вау. Свежемалёванное. Покрашено. Да. Когда читаешь его, то, в принципе, понять можно. А мы сейчас дойдем до вот этого здания, наверное. Пойдем домой. Да. Как домой? Да. И дальше будем летать. Нам подошел на вокзале какой-то перец, да, какой-то в найках, меркуриалах, футзалках крутых. И с бородой грязной. И начал на польском просить деньги. И мы сказали, что мы не говорим на польском. Он сказал, что мы вообще, типа, что мы тут, делаем, как можно находиться в Польше и не знать польский. Да. Но это он сказал на польском, но... Ну, мы поняли. Быстро разобрались в автобусах. Skin the color of bark. Да, скачали пару приложений и поняли, что мы хотим покупать билеты обычные. Да, нашли там штучку, автомат, где выдают билеты. Все, а еще в автобусах во всех нужно самому открывать двери. Короче, мы заселились в Варшаве. Уже давно, правда, но вот очень захотелось вам показать нашу квартирку, наш апартмент. Давайте начнем с прихожей. Это такая, ну, типа, обычная прихожая, ничего интересного. Очень много у них деталей разных. Это наша ванная. Хочу сказать, здесь очень высокий унитаз. Я сижу, и у меня свисают ноги на нем. Это капец. Вот, я вот так сажусь, и у меня вот болтаются ноги. Вот такая душевая кабина. Короче, не видно, но там даже такие вот растения висят искусственные. Вот тут везде зелень всякая. Вот, короче, идем дальше. Вот, у нас такая вот типа студия. Вот, здесь сидит Саша. Вот, здесь наша спальная зона, а уже здесь такая вот очень классная обеденная зона. Вот, вообще квартира реально очень классная, очень атмосферная, очень много разных деталей, хочется все время что-то рассматривать. Вот, здесь вот так. Это кухня. Вот, она такая вот маленькая, но она такая милая, посмотрите, тут вот такое окошечко. И очень, кстати, везде высокие потолки. Прям, ну, походу, жил какой-то супергигант. И еще очень кайфово на балконе, такая чил-зона. Такая вот у нас зона, где можно круто отдыхать. Покажу вам наш вид с окна. Вот, следите за моим блогом, все оставляйте обязательно комментарии, лайки и подписывайтесь на канал, чтобы кнопочка стала обязательно серой. Все, всем пока! Вот еще хочу по-быстрому показать вам наш подъезд. Как ее вызывать? Я вызову? Ладно, пошли пешком. Вот такой у нас подъезд. Вот здесь мы выходим. И вот такой у нас дворик. Очень классно, на самом деле, райончик, знаете, как какая-то новая Воровая. Вообще, мы когда попали, мы, короче, очень долго не могли найти. Мы уже все облазили и думали, что нас обманули. И все, типа, мы никуда не заселяемся, будем жить на улице. Так, все-таки нашли. И район реально просто, смотрите. В порядке, ребята. Все, короче, мы идем гулять дальше. И буду держать вас в курсе событий.
Он рассказывал там. Написано. Что придумал, пойдем. Пойдем колбаски эти. Булгелную. М? Булгелную. Художная. Цезика. С дороги отойди. Всем привет. Мы, короче, уже выехали с нашей квартиры, оставили ключики под ковриком. Что нам по квартире единственный минус, у нас воняло с туалета каким-то деревенским туалетом. Вот. В целом, вот мы сейчас поедем в аэропорт, полетим в Кёльн. Вот, лететь нам 1:50 где-то. Вот. Ну, а ехать еще сейчас минут 50 где-то так. Вот, и так вот наш автобус. Вот, наш автобус такой. Мы, как обычно, тут бежим постоянно. Вот, мы Не, нам везет. Да, нам везет. Мы приходим, сразу садимся на тот транспорт, который нам нужен. Да. Вот. Только вчера Саша лоханулся. Мы такие стоим на остановке, видим, но по расписанию, что автобус должен прийти сейчас. И мы видим, Да. как он едет в другую сторону. Оказывается, нам надо было в другую сторону. Ну, Мы ждали еще 12 минут. Да, ну просто, мы мало спали, вот, а Даша спала чуть-чуть больше на минут 30, и поэтому она лучше соображает. Да, вчера я была головой. Да, а я не головой. Мы уже летим в Германию, вот, вылетели из Польши уже где-то час назад, нам осталось лететь минут 30, наверное, 40, скоро приедем. Еще от Варшавы, там было очень облачно, возможно, даже дождь сегодня был. Поэтому мы улетели там, где посветлее, посолнечнее. Ладно, мы это не планировали. Завтра передают в Кёльне дожди, вот, но мы надеемся, что не будет, потому что мы поедем завтра в парк развлечений. Да. Надеемся, что дождя не будет. У нас как-нибудь обойдет. Пусть будет облачно, но без дождя. Да, еще по поводу Польши, что мало мы там побыли, хотелось побыть чуть больше, чем 2 дня, чем 1 день даже не полный. Вот, но по поводу людей на самом деле немножко отличаются от наших. Вот, очень много спортсменов, велосипедных всяких. Вот, и еще мы шли, искали этот русский язык среди всех людей. Кто-нибудь говорит на русском, мы такие, русские говорят на русском, все. Вот потом ехали в автобусе, читали остановки. Интересно было, как это вообще читается. Вот польский язык, он вроде бы мы слышим его, мы его... Там просто ребенок кричит. Мы его не понимаем, но если читать, то, в принципе, какие-то слова мы можем понять. Еще удобно, что кто умеет разговаривать на английском, то есть не говорят на русском, но только на польском, то еще и на английском можете поговорить. Например, в кафешке вчера были в интересной, вот там смогли нам рассказать на английском. Что-то нам сказали на каком-то языке, непонятно. After running for 10 minutes, we sent you once again the first further security fast. Just giving что уже заряли электронично. Еще немножко голова кружится у меня. А у меня уши закладываешь. Да. Ладно, все, пока. Да, все пока.